Витаю, друзья! Здравствуйте, все добрые, адекватные люди. Сегодня видео про менингит и менингококковую инфекцию. Почему именно сейчас? Потому что в Англии идет вспышка с погибшими. По состоянию на 20 марта зафиксирован очаг менингококковой инфекции группы Б в графстве Кент с центром в районе Кентербери. Связь установлена с ночным клубом Club Chemistry с 5 по 7 марта. Фактически это суперраспространение. Зарегистрировано около 29 случаев, из них 18 подтвержденных и 11 вероятных. Есть, к сожалению, два смертельных исхода – это студент и школьница. Заболевания в основном связаны с молодыми людьми, студенческой средой и с тесными контактами. То есть это общежитие, ночные клубы, вечеринки, совместные напитки, вейпы и так далее. И самое неприятное, что даже при своевременно начатом лечении погибают примерно 10-15 человек из 100, а у 10-20 из 100 выживших могут остаться тяжелые последствия, такие как потеря слуха, неврологические нарушения, поражение почек, иногда ампутации после сепсиса. И самое неприятное здесь то, что ухудшение может идти очень быстро, иногда буквально за несколько часов. И успокою, это, конечно, не новый COVID-19, менингококк не распространяется так же легко, как простуда, грипп или пресловутый COVID. Для передачи обычно нужен тесный и достаточно длительный контакт. Но если заражение уже произошло и бактерия попала в кровь или к оболочкам головного мозга, дальше уже все намного опаснее. И что это вообще такое? Что это за возбудитель? Называется он Neisseria meningitidis или менингококк. Это бактерия, а не вирус. И это важно, потому что бактериальная инфекция ведет себя иначе и лечится иначе. У менингококка есть несколько клинически значимых разновидностей или серогрупп. Самые известные это А, Б, С, W и Y. В нынешнем очаге в Британии речь идет именно о группе Б. И где же живет эта бактерия? Только у человека. Человек ее естественный резервуар. Менингококк может спокойно жить в носоглотке. И примерно около 10% подростков и взрослых в какой-то момент могут быть бессимптомными носителями. То есть при этом человек выглядит полностью здоровым, жалоб нет, а бактерия в носоглотке уже есть. Поэтому проблему так часто недооценивают. Но само по себе носительство еще не означает тяжелую болезнь. У большинства носителей никакого менингита не будет. Проблемы начинаются только тогда, когда бактерия проходит через слизистые оболочки и попадает в кровь. Вот тогда уже развивается инвазивная, то есть проникающая менингококковая инфекция. Дальше идут два самых опасных варианта. Первый – это менингит, то есть воспаление оболочек головного и спинного мозга. А второй – это менингококковый сепсис, когда страдает уже весь организм. И сепсис очень часто еще опаснее именно потому, что он очень быстро развивается. Как передается менингококк? Через тесный контакт со слюной и выделениями из носоглотки. Поцелуи, совместное проживание, одна бутылка воды на несколько человек, общая посуда, общие сигареты, общие вейпы, очень тесное общение в закрытом помещении. Но просто пройти по улице мимо больного человека этого недостаточно. Поэтому вспышки часто идут в общежитиях, в тесных подростковых компаниях, у студентов, в местах, где люди долго и близко контактируют. Поэтому некоторые думают, наверное, так, если это не очень заразно, то значит это не так уже и страшно. Ну, действительно, это не та инфекция, которая распространяется за сутки по всему миру. Но если человек действительно заболел, то скорость ухудшения может быть намного опаснее, чем при большинстве обычных респираторных инфекций. По проявлениям болезни все тоже очень коварно. Вот в самом начале все может выглядеть просто очень обычно. Температура, озноб, резкая слабость, с кем не бывает. Головная боль, тошнота, рвота, боль в мышцах, ломота в теле. И на этом этапе многие думают, что это обычный грипп или какая-то вирусная инфекция. А вот дальше состояние может очень быстро ухудшаться. И при менингите появляется сильная головная боль,
скованность шеи, светобоязнь, сонливость, спутанность сознания, а иногда и судороги. При сепсисе тревожные признаки – это холодные руки и ноги, быстрое дыхание, выраженная слабость, бледная или пятнистая кожа, иногда мраморность кожи и резкое ухудшение самочувствия и даже оглушенность. То есть человек буквально меняется на глазах. И вот очень плохая идея сидеть и ждать, пока разовьется весь набор симптомов, как это описано в учебнике. Так бывает далеко не всегда. У одного сначала будет сильная головная боль и может быть рвота, а у другого больше признаки сепсиса, а у третьего все начнется с непонятной температуры и с тяжелой слабости. Поэтому смотреть нужно не на один признак, а на сочетание симптомов и, главное, на то, как быстро человеку становится хуже. Очень важный признак – это геморрагическая сыпь, то есть сыпь от кровоизлияний. Она появляется из-за ДВС-синдрома, из-за синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания. При этом в одних участках сосудистого русла формируются микротромбы, а факторы свертывания расходуются, а в других участках возникают кровоизлияния. Именно так и появляется такая сыпь. Как же ее отличить от другой? Есть простой тест со стаканом. Берете прозрачный стакан, плотно прижимаете к коже. И если сыпь не бледнеет под стеклом, это очень тревожный признак. Но есть и важное уточнение. Сыпь может появиться поздно, а вначале ее может не быть вообще. Поэтому отсутствие сыпи – это не повод успокаиваться. И правильное действие здесь очень простое. Если сыпь, которая не бледнеет, есть, нужна срочная медицинская помощь. Если сыпи нет, но есть высокая температура, сильная головная боль, рвота, заторможенность, холодные руки и ноги, спутанность сознания, быстрое дыхание, ждать тоже нельзя. И отдельно надо сказать про маленьких детей. У младенцев и у малышей эта инфекция особенно опасна. И самое неприятное, что у них все может выглядеть совсем не так, как у взрослых. Ребенок может просто резко отказаться от еды, может стать необычно вялым. Или наоборот, он может стать необычно раздражительным, может кричать каким-то непривычным высоким криком, может быть рвота. Если очень маленький ребенок, то может выбухать большой родничок. Может появляться также бледность, холодные руки и ноги и сонливость. И здесь родителям нельзя ждать, пока картина станет уже совсем очевидной. Если маленький ребенок резко изменился, плохо ест, вялый, если есть температура, рвота, пятнистая кожа, холодные кисти и стопы, в такой ситуации лучше перестраховаться и срочно показать ребенка врачу. При менингококковой инфекции промедление может стоить слишком дорого. Ну а теперь давайте перейдем к практике. Что делать после тесного контакта с заболевшим? Здесь речь уже идет не о лечении менингита, а о антибиотикопрофилактике. То есть человеку, который был в тесном контакте, могут назначить антибиотик даже тогда, когда у него пока что нет никаких симптомов. Делается это для того, чтобы резко уменьшить риск развития болезни и уменьшить дальнейшее распространение бактерий. И здесь важно понимать одну вещь. Антибиотикопрофилактика работает лучше всего тогда, когда ее начинают быстро. И желательно в первые 24 часа после того, как выявлен заболевший. Чем дольше тянуть, тем меньше в этом смысла. Препараты, которые обычно применяются для такой профилактики, это антибиотики рифампицин, ципрофлоксацин или цефтриаксон. У беременных чаще выбирают цефтриаксон. Но, конечно же, конкретный препарат и схему должен определять врач. Кому это обычно нужно? Членам семьи, людям, которые живут вместе, тем, у кого были поцелуи. Тем, у кого был прямой контакт со слюной. Иногда это могут быть и другие группы, если их специально определяют эпидемиологи во время вспышки. Но это не значит, что антибиотики должны пить прям все подряд, кто когда-то видел заболевшего. Здесь важен именно тесный контакт.
У вас может возникнуть вопрос. Если человек – это естественный резервуар для менингококка, то почему тогда эта инфекция вообще до сих пор существует? Почему ее нельзя вылечить вот один раз и навсегда? Можно вылечить же носителей или заболевших и на этом все закончить. Но дело в том, что носительство менингококка встречается, как мы уже знаем, довольно часто. У подростков, у молодых, взрослых и в тесных коллективах носителями могут быть примерно 10-20% людей. Но у подавляющего большинства из них никакой тяжелой болезни не будет. Сегодня бактерия есть у одного, через какое-то время она у него может исчезнуть, но завтра она может появиться у другого. То есть это очень подвижная ситуация. Мы не можем взять и всем подряд просто дать антибиотики. Это бессмысленно, это вредно, и это только увеличит проблемы с устойчивостью бактерий. А вспышки возникают не потому, что менингококк вдруг появился из ниоткуда, а потому что внутри даже одной и той же серогруппы может начать циркулировать более агрессивный вариант бактерии, такой клон, который легче проникает в кровь и чаще дает инвазивную форму. Вот тогда и начинаются тяжелые случаи. Поэтому обычных носителей специально не лечат, а профилактические антибиотики дают именно после тесного контакта с заболевшим, потому что у такого человека риск уже совсем другой. Он мог получить тот же самый опасный штамм, и здесь нужно быстро убрать бактерию из носоглотки, пока она не успела перейти в менингит или, чего доброго, в сепсис. Что касается лечения, менингококковая инфекция – это, конечно же, не про домашние народные средства. Это неотложное состояние. И при подозрении на инвазивную менингококковую инфекцию человека нужно срочно госпитализировать. Ну и обычно лечение начинается парентеральными антибиотиками, то есть не таблетками, а в виде инъекций. Чаще всего это цефтриаксон или цефатоксин. В ряде рекомендаций при сильном подозрении допускается как можно раньше ввести цефтриаксон еще до госпитализации, если это не задерживает доставку в стационар. И еще раз повторю цифру, которую действительно я хочу, чтобы вы запомнили. Даже при адекватном и вовремя начатом лечении погибают приблизительно 10-15% заболевших. Это реальные данные крупных официальных источников. Теперь о прививках. Какое лучше делать? Одним словом тут не ответишь, потому что вакцины решают немного разные задачи. Если вопрос стоит так, какая вакцина логичнее именно на фоне нынешнего очага группы Б в Великобритании, тогда нужно обсуждать вакцину против менингококка группы Б. Причина здесь простая. Вакцина против менингококков группы А, С, W и Y от группы Б не защищает. А сейчас актуальна именно группа Б. Если вопрос шире, не только про нынешний очаг, а вообще про защиту подростка, особенно перед общежитием, поездками, кампусом, большим количеством тесных контактов, тогда важна и вакцина против серогрупп А, С, W и Y, потому что она закрывает другие варианты менингококка. То есть эти вакцины не конкурируют между собой, они дополняют друг друга. Поэтому практический вывод такой. Если выбирать только одну вакцину именно под актуальную угрозу группы Б, то логичнее, конечно же, выбирать вакцину против группы Б. А если нужен более широкий охват по менингококковой инфекции в целом, особенно у подростка или у молодого взрослого, то надо выбирать две вакцины, а не противопоставлять их. Для маленьких детей и особенно для младенцев вакцина против группы Б имеет особое значение, потому что тяжелая инфекция этой группы особенно важна именно в этой возрастной группе. В Украине такая вакцина, кстати, зарегистрирована, и ее можно обсуждать с педиатром уже с двухмесячного возраста. Но есть еще один принцип, который нужно помнить. Ни одна менингококковая вакцина не закрывает вообще все причины менингита. И даже вакцина против группы Б
не защищает от всех без исключения штаммов группы В. Есть еще один важный момент. Прививка не заменяет антибиотикопрофилактику после реального тесного контакта. Если человеку показаны профилактические антибиотики, то нельзя думать так, что я просто сделаю прививку и этого достаточно. Нет, вакцина не создает защиту мгновенно, а антибиотикопрофилактика нужна быстро, потому что счет может идти на часы и на дни. Короткий итог. Менингококк – это бактерия, а не вирус. Она может бессимптомно жить в носоглотке. Она передается в основном при тесном и длительном контакте. Самое опасное не только менингит, но и сепсис. Сыпь может появиться поздно, поэтому ждать ее нельзя. После тесного контакта может потребоваться профилактическая антибиотикотерапия. И делать это нужно быстро. Если выбирать вакцину именно под угрозу группы В, логичнее обсуждать вакцину против группы В. Для более широкого охвата по другим серогруппам нужна вакцина против А, С, W и Y. И самое главное, высокая температура, сильная головная боль, рвота, скованность шеи, заторможенность, спутанность сознания, холодные руки и ноги, пятнистая кожа, сыпь, которая не бледнеет под стаканом, резкое ухудшение состояния у ребенка – все это повод срочно обращаться за медицинской помощью. При менингококковой инфекции скорость реакции очень часто влияет на исход.